Колонна тракторов тронулась, мы двинулись в путь. Мы проехали 2 дня, а потом получили сообщение, что мы попадем в окружение, и по указанию главного инженера, который вел нашу колонну, мы вернулись назад в Прасковею. Что произошло с моими родителями, я не знал, потому что Прасковея довольно далеко от Невинномысска, а почта почти не работала. Вот. И поэтому, когда мы вернулись в Прасковею, я решил, что я пойду в Невинномысск. Пешком? Пешком. Узнаю, что с родителями. Это было где-то около 300 километров. Но дело заключается в том, что когда я возвращался, я уже возвращался по территории, захваченной немцами. И вот я вспоминаю такой эпизод. Я шел, конечно, шел босиком. Вот. Ну, как я одет был, тут уже говорить не приходится. Правда, это было лето. И немецкие молодые солдаты, ну, молодые, наверное, им лет по 18, по 19, ну, старше меня, копали траншеи. И один из солдат сказал мне: комmen Sie. Я подошел к нему, я немецкий язык я немножко знал, потому что в школе преподавали немецкий язык. Kommen Sie. Он мне дал в руку лопату, сам сел, а мне приказал копать траншею. Вот. Ну, я покопал там траншею, не помню, сколько я прокопал ее. Сказал он: weg, gehen Sie zum Teufel. Питался я у жителей, стучался по дороге, стучался в хаты, вот, и просил: дайте что-то покушать. Спал или в этом самом, или на земле, или в копну сеном зарывался. Был такой случай. Пешком идти 300 или 400 километров, это тяжело. Вот. И я вдруг увидел машину, типа нашей полуторки. Там сидели немцы. Вот. И один немец сказал: come. Я подошел. Он посмотрел на мои ноги, на мои лохмотья, посадил меня и довез провез меня километров 20 или 30. Такой случай был. Как бы то ни было, я добрался до Невинки, вот, и узнал, что мама с братом Артемом эвакуировалась то ли в Таджикистан, то ли в Узбекистан. А папа, ему не разрешили эвакуироваться, и он работал в это время в Пятигорске. Ну, а как далеко Пятигорск оттуда? Ну, это тоже где-то километров 300 только назад. Вот. Так, надо было где-то работать. И я нанялся на работу к бывшему колхознику, который там пахал и так далее, и так далее. Но пахал он на быках. Я научился... Плугом? Да, плугом, конечно, но на быках, потому что так тракторов не было. Я научился цоп-цабе направо и налево, цоп и цабе. Работать было очень трудно. Хозяин держал рукоятки плуга, а я должен был быков вести по его указанию. Вот они в ярме, вот, я держу за такой поводок или как это, вожжи, вот, до конца поля, потом говорю цоп, цабе, они поворачивают, и я рядом с ними. Вот. Но босиком ходить по старине было очень больно. Я поработал там, может быть, какую-то неделю, а потом решил,
что я буду пробираться к фронту. И я добрался таким же путем до станицы Екатериноградская. Эта станица стоит на реке Малка. Малка впадает в Терек. Это Северный Кавказ. Река не особенно большая, но бурная. Это горная река. На этом берегу, где я был, были немцы. А на противоположном берегу, за Малкой, были наши. Накануне моего уже подхода к реке меня застала ночь. Я переночевал у одного хозяина в стогу, а утром ко мне пришел следователь НКВД. Почему? Хозяин пожаловался, что у него в стогу кто-то спит? Ну, конечно, это же была прифронтовая зона. Это была прифронтовая зона, и о всех подозрительных надо было докладывать. Он пришел и сказал: приходи ко мне в кабинет, надо поговорить. Я, не чувствуя за собой никакой вины, пошел утром или в полдень к работнику НКВД. Он меня выслушал все, что я рассказал, как я ходил в Невинку, как из Невинки ходил и так далее. Вот. А потом вызвал солдат, и меня посадили в камеру. Я говорю, я же сам пришел. Наивно, конечно, потому что шпион тоже может сам прийти и втереться в доверие. Он сказал, будем разбираться. И посадил меня в эту кутузку, где было кроме меня 4 или 5 человек, плюс еще одна женщина. До этого я встретился тоже с одним человеком, фамилия, по-моему, Рыбкин, я не помню, может быть. Вот. И он, когда узнал, что меня посадили, он пришел к этой тюрьме и передачу сделал мне. Вот. То есть немножко продуктов принес и так далее. В этой камере я просидел сутки или двое, как вдруг мы слышим по всей улице, окошко там маленькое, и мы слышим взрывы на улице, шум, беготня, открываются двери, и работник НКВД сказал, можете быть свободны. Немцы заняли Екатериноградскую. Мы выскочили и видим грузовые машины, полуторки, которые уезжают из Екатериноградской. Я уцепился за последнюю полуторку, залез, она там медленно шла, поскольку полуторок было много. Залез туда, и меня привезли в штаб армии. Вот. Ну, в штабе армии суматоха и так далее, и так далее. Выслушали меня, а на утро меня еще несколько таких, кто приблудился, вот, отправили в селение Аргун. Там был что-то в виде пропускного пункта или лагеря для беженцев. Ну, дали солдата, который нас сопровождал. Вот. Меня отправили в этот лагерь. В конце концов, я прошел через все эти допросы. Спрашивали, откуда вы, чего вы пришли, вот, что вы делали в тылу. А у меня еще вдобавок, я с собой, поскольку я не знал этой местности, так я захватил с собой кусочек карты, листочек карты, где вот этот Северный Кавказ
листочек северного Кавказа. Вот. Конечно, я вызывал подозрения. Я теперь это понимаю. Вот. Но, во всяком случае, меня отпустили и меня направили служить в гуштранспортную роту. Что значит? Это рота, которая подвозила боеприпасы к фронту. Это военная организация. Там были лошади, были повозки, телеги. И вот туда меня направили. Когда я был в гуштранспортной роте, вот, так у меня была лошадка, я верхом ездил. Вот. Но эта лошадка не так давно привезли ее с пастбища. Она была еще диковатой. И стоило мне каблуком коснуться живота ее, во время я ж верхом сидел, вот, она взбрыкивала, металась в сторону, боялась щекотки. И один раз она меня таки свалила. Ну хорошо, что я упал с нее и не разбился, и ничего. Вот. Ну это дикие лошади.